Они могут быть крошечными щенками или уже совсем взрослыми псами, но мы продолжаем принимать их за своих детей. Мы любим их всем сердцем, заботимся о них, кормим, лечим, выводим на прогулки и проводим с ними вечера. Но, к сожалению, как и за детьми, мы не можем наблюдать за нашими питомцами 24 часа в сутки, чтобы они нигде не поранились или не попали в неприятную ситуацию. И хорошо, когда все обходится маленькой царапинкой, а не как в случае с героями этой истории. Хайден Говард живет в небольшом городке Сеймур вместе со своим сыном Ноем и английским мастифом Джексоном. Пес в этой семье не просто домашнее животное, он – член этой семьи. Как и большинство собак, Джексон обожает игры вместе со своей семьей на заднем дворе. Но однажды с ним произошло нечто невообразимое. В те выходные Хайден была занята домашними делами. Ее сын Ной играл в своей комнате, а Джексон отдыхал на заднем дворе, наслаждаясь солнечными ваннами и свежим воздухом. Когда пес вернулся в дом, Хайден заметила странные следы по всему телу пса. Она начала переживать, но Джексона, казалось, эти ранки не тревожат. Он был активным, хорошо поел и попил. Но эти странные следы на теле пса не выходили из головы Хайден. Дело в том, что такие ранки Хайден уже видела на теле Джексона, и это были следы от укусов насекомых. Такое бывает, когда пес весь день проводит на лужайке заднего двора. Хайден решила подождать до утра, с надеждой, что они пройдут сами. Но утром они стали еще больше. Хотя поведение Джексона было абсолютно нормальным, Хайден сильно переживала. Она решила внимательнее рассмотреть раны и поняла, что это вовсе не укусы насекомых. Не понимая, что ей делать дальше, женщина отправилась к ветеринару. Их принял ветеринар Стив Санбери, который сразу же приступил к выяснению происхождения этих ранок. Сперва ему пришлось выбрить места укусов, и Джексон стал похож на шахматную доску. Несмотря на все это, пес по-прежнему оставался очень спокойным. И тут доктор Санбери сделал жуткое открытие. Раны Джексона – следы от выстрелов пневматического пистолета. Кто-то практиковался в стрельбе, используя песика в качестве мишени. Хайден не могла поверить в это. Люди используют пневматическое оружие для того, чтобы попрактиковаться в стрельбе. Но не все понимают, что скорость полета пули может достигать 100 метров в секунду, чего вполне достаточно для того, чтобы разорвать плоть или повредить кости. Вот почему пневматическое оружие вовсе не игрушка. Но насколько серьезными были травмы Джексона? Доктор Санбери принялся за извлечение шариков из тела пса. Он извлек из Джексона 21 стальной шарик и 7 свинцовых пуль от пневматической винтовки. К счастью, все они были не слишком глубоко, и здоровью пса ничего не угрожало. Пока Джексон отходил от операции и был под присмотром ветеринаров, Хайден отправилась в полицию, чтобы написать заявление. Она принесла им извлеченные пули и фотографии пса. Офицеры были шокированы такой вопиющей жестокостью и принялись за расследование. Вот только с чего им начать, ведь кроме пострадавшего пса других свидетелей не было. А Джексон, хоть и член семьи, ничего им рассказать не сможет. Они решили начать с осмотра заднего двора Хайден, где пес и провел весь день. Там они обнаружили другие пули, которые лежали на газоне, и часть из них были в стволе дерева. Полиции стало ясно, откуда производили выстрелы. Все следы вели к соседнему дому. Полицейские представили доказательства своей теории прокурору и получили ордер на обыск дома. Внутри они обнаружили пневматическое оружие, пистолеты и винтовку, а также очень много наркотиков. Полиция арестовала соседа Хайден, Тима Вудворда. Он сел в тюрьму, но только за хранение наркотиков. К сожалению, суд посчитал улики недостаточно весомыми, и преступника не смогли обвинить в жестоком обращении с животными. Хайден стало немного легче, но она все еще хочет, чтобы Тим ответил за то, что он сделал с беззащитным и безобидным Джексоном. Хайден объявила, что заплатит $500 каждому, у кого будут хоть какие-то доказательства того, что именно Тим Вудворд причастен к этому преступлению. Суд еще не закрыл полностью дело о жестоком обращении с животными. Поэтому, если Хайден сумеет найти еще хоть что-то указывающее на мужчину, или же свидетельство других соседей о том, что их животные тоже пострадали, то тюремный срок увеличится. Джексон идет на поправку. Антибиотики помогают ему залечить раны, и шерсть на них зарастает. Самое главное то, что он по-прежнему остался самим собой и не потерял свою доброту и любовь к людям. С вами был канал Animal Story. Лайк и подписка – неоценимая поддержка нашего труда. Пишите свое мнение в комментариях.